Здрасте, с вами Даня Крастер. Мы сегодня будем играться с вот такой вот штукой. Это индукционный нагреватель. Все давно просили сделать такую штуку. Ну что, я ебутый, что ли, сам это все делать? Там же электронных компонентов куча, а я в них вообще не шарю. Поэтому мы взяли готовый. Сейчас будем проверять, что он может, что он не может, как вообще работает. Будет весело. Я все сказал, погнали. Собственно, есть у нас вот такой вот замечательный парень. Стоял 3 месяца, наверное, на полке, пока руки мои до него добрались вот сегодня. Называется он Microsha 15-8VC. Высокочастотный, насколько я понимаю. Вот эта штука, инструкцию я не читал, кому она нахер нужна. Название, конечно же, напоминает фирму снаряжения Север, где все называется Мураш, Стякуш, Куртка Сварог. Мне лично, не очень заходит. Напишите в комментах мнение насчет названия Microsha. С одной стороны, оно такое няшное, типа, о, ты мой микрошик. С другой стороны, ну назвали бы, я не знаю, адский сатана, нахуй, 638. Я думаю, продажи повысились бы. Здесь 8 киловатт чистейшей, сделано в России, энергии, поэтому он может многое. Ампер он тащит аж 35, это тоже очень много. Ну и, собственно, переходим на его табло. Давайте посмотрим, что здесь есть. У нас здесь находится дисплей, который показывает всякие показания. Специальные высокочастотные светодиоды, которые говорят нам о том, что нагрев начался, то, что мы охерел вообще от температуры. Вкл-выкл нагрев. Есть еще вот такая вот педалька для того, чтобы вручную регулировать вкл-выкл нагрева. И, собственно, крутилка больше-меньше мощность. Тоже высокочастотная, кстати. Собственно, рабочий инструмент у нас является вот этот вот индуктор, в комплекте которых аж 5 штук самого разнообразного размера. Такие круглые, такие круглые, овальный. И вот этот вот, чтобы закаливать, я так полагаю, кромку ножа. Ну, как мне это видится. Как эта херня работает? Вот здесь, из-за того, что эта штука намотана по спирали, у нас создается электромагнитное поле. Ну, как в обычном соленоиде. Ток пустили, он такой пуп или пуп. Так вот этот вот пуп-пуп он делает типа в килогерцах или даже в мегагерцах, я хер его знает. Почитайте даташит, если вам интересно. Мы вводим сюда железку, и он у нас суется не вот так вот, ну, по сути, суется вот так вот, только до хера раз в секунду. За счет этого электроны такие, их начинает пидорасить, они и выделяют очень много тепла, и эта штука внутри нагревается. Собственно, вихревые токи. Вихревые токи наводятся вот в этом куске металла, когда мы его помещаем внутрь, за счет того, что вот здесь много раз меняется движение электромагнитного поля. На этом все. Знать это особо ни хера не нужно, чтобы им пользоваться, поэтому погнали смотреть, как он работает. Ну что, давайте его включать, посмотрим, что он нам покажет. Специальное высокочастотное табло, обратите внимание. Достаточно информативное, мне понравилось. 223 вольта у нас сюда приходит. Кушает он сейчас 0,3 ампера, 28 ватт на всю эту штуку. Кулеры там что-то продувают себе, сзади всасывают, отсюда выдувают. 50 Гц у нас в сети. Кушает он сейчас 0,9 киловатт часов. Что странно, куда это он столько кушает. И вот здесь мы видим 0,44 PF. Это защита от солнца. Давайте выкрутим мощность, ну, где-то на 1/4. И будем включать вот эту штуку. Нагрев. Пип-пип-пип. Включаем и пихаем туда железку. Пошел разогревать. Немного она магнитится к контуру. Воу. С железки уже начинает отгорать всякая срань. Ну и она нагревается. Прикольно. Давайте погреем подольше. Соответственно, когда железка разогревается, она уже перестает магнититься к этому индуктору, о чем я могу сделать вывод, что магнитные свойства у нее теряются.
Ну, когда мы разогреваем эти ваши магниты. Важный момент. Вот эта херь начала дымиться. Почему? Этому парню вот в эти вот дырдочки нужно охлаждение. Потому что отсюда идет тепло, сама эта херь нагревается. Да, она нагревается просто так за счет того, что туда мощность высокая, амперы свои сует. Давайте цеплять охлаждение, чё? Настало время охладить трахание. Самое первое, что я придумал, не знаю, можно ли подавать сюда воду, хотя и вода тоже будет в какой-то емкости нагреваться, если она проточная. Но по идее водой будет эффективнее. Но у меня есть вот это. Лучше. Вот это. Мы берем и пихаем трубку от компрессора в прекраснейший удобный стол с дырками. Тупо-натупо, без ничего вообще. Вот так вот. А дуть мы будем вот этой штукой. Мы его тоже процепим сейчас. Все, ништяк. Надежность. А вот теперь можно туда дуть. Ништяк. Воздух есть. И уникальнейшая система регулировки. Хомут. Можно вот так вот. А можно посильнее вот так вот. Пока оставим вот так вот. Ну и давайте погреем. Педаль кину вниз, чтобы мне было поудобнее. Перчаточки надо бы, очечи, наверное, не буду надевать. Охлаждаечка. Итак, есть у меня вот такая вот штука, инфракрасный термометр, он же пирометр. До 1500 градусов он инфракрасным своим жалом измеряет. Но важный момент, когда вы меряете разные материалы, например, сталь, коэффициент излучения у них разный. У брас 0,5 коэффициент излучения, а сталь у нас 0,8. Не помню, как брас переводится. Соответственно, мы берем и вот здесь выставляем коэффициент излучения 0,8, чтобы у нас показания были, ну, плюс-минус, там, не знаю, плюс-минус 10%. И начинаем нагревать. Мне интересно больше всего, сможет ли эта штука разогреть железку, чтобы я мог ее ковать. Включаем, нагреваем и будем мерить. Ёбаный в рот, охлаждение я не включил, долбоёб. Ну, короче, я видел цифру в 715-720 градусов Цельсия, а ковка у нас начинается от 1100 и заканчивается типа на 720 градусов Цельсия. Соответственно, что-то херовато для ковки. Вот этот вот индуктор, вот этой железяки не подходит. Но отлично подходит для закалки, что достаточно удобно. Особенно при наличии вот такой вот штуки, когда мы можем закалить только вот эту вот часть, допустим, режущую часть ножа. В чем же дело? О, кстати, а алюминий он будет греть? Интересно. Интересно. Ну это я долбоеб. У нас же коэффициент излучения для алюминия другой. 0,3. Чем блестючее тело, тем, соответственно, коэффициент излучения у нас ниже. Давайте попробуем еще раз пальнуть. Но забегая вперед, скажу, что вот этот вот индуктор для таких маленьких прутков, ну, не подходит вообще. Дальше разберемся, почему. Короче говоря, 120 градусов я тут заметил. Вот, то ли дело в форме индуктора, то ли потому, что он не для алюминия, не знаю. Вернем обратно коэффициент излучения. И еще, кстати, забавно, здесь написано without
Without, сука, without grounding donoton. Донат – это пончик, without grounding – без закопанного пончика. Без закопанного пончика. Но вообще говорится о том, что ему нужно заземление, но у нас его во всем этом ебаном здании нет современно Иозефа Эммануиловича. Давайте мы сейчас сделаем что? Вот эта штука у нас, как мне кажется, достаточно тонкая. Мы сейчас возьмем штуку потолще и будем ее греть там. Она у нас туда пролозит просто прекрасно, буквально зазоры там по 2 миллиметра получается. И посмотрим, сука, сможет ли он ее разогреть до необходимых для ковки температур. А вот тут мы видим, как побежали цвета стали съебывать от места нагрева. Красота, да и только. Кстати, по ним можно определить температуру, до которой разогрет этот участок. А вот тут мы видим, что он сейчас кушает 2600 ватт, и мощность падает, потому что эта херня нагревается, и он уже в нее столько электромагнитных волн впихнуть не может. Вот, смотри-ка, оранжевенький цвет. «1060 градусов». В принципе, как раз самое то для ковки. Пойдемте ёбнем пару раз. Мы эту штуку ковнули. Это просто замечательно, прекрасно. Она даже немного сплющилась. Но вот какой прикол! Он туда больше не лезет. Слова моей подружки. И как же быть? А никак. Эта штука может разогреть какую-то заготовку либо для штамповки ковкой. Ну, то есть вы разогрели, положили куда-нибудь, ёбнули, у вас сформовалась какая-то штука. Классическая ковка здесь, ну, мне кажется, она не будет получаться нормально, потому что, во-первых, эта херня очень сильно окисляется на воздухе. Если мы не кладем ее в уголь, туда углерод не залазит внутрь. Чуть-чуть меняем форму, он... Ну, как бы расплющиваем железку до вот такого, он перестает его нагревать до 1000 с лишним. Соответственно, немного расковали, поменялась форма, он больше туда не вылезает. Ну, такое. Как же нам разогреть до бела? До бела он вообще сможет разогреть? Вообще, мне кажется, без заземления эту штуку действительно опасно использовать, даже опаснее, чем стиральную машину, на корпус которой прилетела фаза. И делать так не стоит, но у нас нет другого выбора, тем более стоит он на резиновеньких таких, блядь, ножках, так что нам сейчас надо открутить специальные высокочастотные гайки и отсоединить охлаждайку и подключить вот такой вот, где он у меня, сука, вот такой вот круглый индуктор под вот этот вал. Замечательно выходит. Откручиваем. А ну отдай. Вот все здесь хорошо, но вот это, конечно, сделано по-мудовому. Честно говорю, могли бы что-нибудь, блядь, и придумать, чтобы они не крутились туда-сюда. Уж я думаю, технологии у нас дошли до того уровня, чтобы, ну, я не знаю, как минимум что-то, сука, из космической программы Илона Маска надо было взять, чтобы вот они не крутились сюда, какую-то технологию применить, наверное, блядь. Итак. Блядь. Да. Ну, держать эту поебень руками я не хочу. Сейчас какие-нибудь подставочки организуем. Не хочу, чтобы он касался, чтобы оплетка у нас не дымила, не горела. О, ну я пазиком, блядь, вниз сейчас. Пазиком. Похую, короче, вот так вот будет. Индуктор у нас под размер дубины, которую мы туда всунули. Давайте включать все пироги и смотреть, насколько он вообще будет разогреваться. С этой стороны подойду, жмыхну туда и посмотрим.
охуеть. Собственно, как воду для чая разогреть. 2 секунды, и вы готовы. А давайте, знаете что, попробуем какой-нибудь болт с гайкой погреть и посмотреть. Потому что вообще, вот эту херобору можно куда-нибудь подтянуть под тачку, например, на закисший болт или на какие-нибудь, я не знаю, тракторные детали. Боже, блядь, упаси. Ну, короче, ситуевина. Закис у нас болт, и мы его сейчас будем греть и откручивать. Точнее, откручивать даже не будем, потому что он горячий, нахуй надо. Не, ну в этом плане заебись. То есть для каких-то таких нужд, когда надо что-то прогреть, чтобы оно открутилось, или что-то прогреть, чтобы туда засунуть что-то другое охлажденное, это вообще ништяк и очень удобно. В хозяйстве пригодится. Значит, теперь мне интересно проверить еще одну вещь. Заклепывание. Я же могу себе позволить разогреть вот эту вот заклепку и заклепать ей вот эту штуку. Сейчас пойду дырочку только в ней проковыряю. Мне единственное нужно 2 штампа, который подсунется вот под эту заклепку, ну типа под эту часть, которым я буду сверху бить. Радиус здесь примерно радиус вот этого подшипника. Соответственно, его я и буду юзать для формовки. Стальной попрыгунчик. Пойду сверлану. Дырочку мы проковыряли, она единственная немного не по диаметру, поэтому, ну, заклепывание так не делается, вот этот штырек внутри в криво пойдет. Собственно, нам сейчас нужна часть, чтобы вот эту штуку поддержать. Поддержите лайком эту штуку. Ёбаный в рот, а я же совсем не рассказал про телеграм-канал, который я веду каждый день, и про сервис Boosty, где вы непосредственно можете помочь выходу нового видоса. Как монетизация на ютубе отключилась, на вас одна надежда. Там есть дополнительный контент, видосы выходят раньше, чем на ютубе. Есть трансляции по играм, Дикий Крастер туда выходит раньше, чем на ютубе. И бэкстейджики, и много всякого вкусного. Подписывайтесь. А мы идем греть вот эту штуку, вон ту штуку и вообще все штуки. Не успел. Не успел. Он туда пролез, расплющился и застрял. Слова моей подружки. Но вообще это делают гидравлическим прессом или специальной такой загогулиной с гидравликой, которую вставляешь шпильку, она сжимает, и все очень сподручно, а не то, что, блядь, вот тут вот это вот все. Но давайте его еще погреем и еще молотком постучим.
Ну, короче говоря, заковалась в лучших традициях этого канала. Абы как, но, блядь, держаться будет. С верхним фасоном я, короче, заморачиваться не стал. Ну, забили ее туда и ладно. Но самое интересное, знаете что? Мы же, блядь, все это время на 25% от мощности фигачили. Давайте влупим по полной и посмотрим, что произойдет вот с этим прутом. Колбасы туда еще попихаем. Отходи подальше. Искры полететь могут. Вот это дерьмо! Плавиться начала! Норм! О-о-о-о-о! Это, конечно, да, это да. Больше 1300 градусов мы сюда запихали. В одном месте сталь начала пузыриться, бурлить, кончик начал выгорать. А алюмяшка у нас, ну, типа, разогрелась, я не знаю, градусов до 400, наверное. Так, чисто интуитивно. Если вам кажется, что ее просто так согнуть, нихуя. Ну и она гнется типа по большему радиусу. Короче, можно даже алюминий греть. Теоретически можно намотать какой-нибудь свой индуктор, типа такого же сечения. И самое главное, наверное, длину рассчитать такого же, чтобы было как здесь. Но сейчас очень впадлу. Поэтому мы заценим последний интересующий меня момент. Это закалка ножа. Да? Да. Мощности, ну, чуть-чуть убавим, а то мало ли чего. Хотя нет, на всю въебем. И да, кстати, важный момент, компрессор просто, сука, не затыкается, хотя он больше 300 литров сжатого до 10 атмосфер воздуха выдает, 1,5 куба на входе. Имейте в виду. Магнитится. Догрелся ни хера. Ну такое, тонкие железки плохо. Давайте вот эту заценим. Давайте посмотрим, насколько он закалился. Разогрелся, потому что дерьмо. Не закалился от слова совсем. Ну, наверное, это что же железяка. Ну, короче, насрать на железку. Я не думаю, что было больше чем 400 градусов, 400-500. Греть под закалку неудобно. Хотя, я думаю, если перемотать индуктор под свои цели, да и вообще, может быть, даже у производителя запросить. Ну, кто так вообще делает? Свой, короче, намотать под какие-то свои приколюхи, может быть, и справиться. Выводы, короче говоря, по поводу этой штуковины делать вам. Работает как работает, для каких целей подходит. Сами тоже решайте. В гараж, наверное. Есть только какие-то гайки греть, которые умерли вообще, их открутить нельзя. Хотя есть и другие всякие способы. Тот же самый ацетилен кислород. Если у вас 15 киловатт сюда прилетает и есть охуевший огромный компрессор, тогда есть смысл. А если нет, тупо можно обойтись газом.
Вот, на сегодня все, поугорали как могли, пошелудили в руках, погрели, постучали по всяким железкам. Всем спасибо, с вами был Даня Крастер. Не забывайте про сервис Boosty, это прямая помощь нам делать больше контента, выпускать. Да и там еще всякие плюшки разные есть, кроме основного контента. Он там выходит раньше, чем на Ютубе, без рекламы. Телеграм-канал еще Злой Крастер, зацените. А нам пора чем-то другим еще позаниматься. Что бы мы еще хотели? Не знаю. Пойду придумывать. Всем пакета. О, бухло! Точно. Мы же собрались варить бухло.